я не без интереса попробовал и 650 МТ, и 700 МТ. Плюс для сравнения взял на пару дней свежие Kawasaki версии с 650. Чтобы не тянуть кота за хвост, я вам так скажу. 650 и 700 МТ довольно подробно повторяют характер версии с 650. До появления 660-го Тигра это был самый пилотажный и задорный кроссовер со спортивными нотками в своей кубатуре. CF Moto продолжает этот стиль. У китайца короткобазная короткотрейловая геометрия, унаследованная от Kawasaki, он также приятно рулится, дарит массу положительных эмоций на серпантинах, в пробках и так далее. Это то, чего не хватает большинству большекубатурных мотоциклов. Если взять типичные для Южной Европы узкие серпантины, которые я часто показываю в роликах, я предпочту проехать по ним на 700 МТ, а не на мультистраде V4 RS, например, хотя Ducati стоит в 6 раз дороже. Он мощный, да, но далеко не такой юркий. Динамика двигателя CF Moto отлично подходит характеру мотоцикла, его и скучным не назвать для своей кубатуры, и не надо всегда накручивать обороты. 650 или 700 МТ это не турендуро, конечно же это обычный асфальтовый мотоцикл, только с клиренсом для военного времени. Если рассматривать байк чисто для асфальта, у МТ довольно упругая подвеска с хорошей управляемостью. Например, подвеска значительно лучше, чем у NC до 2021 года. Плюс и на амортизаторе, и на вилке есть регулировка демпфирования, что для класса большая редкость. И тормоза лучше, чем у того же NC. Кое-кто даже утверждает, что на МТ топовая тормозная система. Не станут же нас обманывать в независимом обзоре. На мотоцикле установлена топовая гидравлическая тормозная система с двумя суппортами спереди и одним сзади. Если сравнивать с мотоциклами в этом сегменте с похожей кубатурой, а это будут китайцы CF Moto 700 MT, Vogue 650 DS и Benelli 702, я однозначно выберу CF Moto. Это значительно более сбалансированный байк. Как минимум по управлению у меня к нему претензий нет. Вопросов к работе коробки и двигателя тоже меньше, чем у Vogue и Benelli. Есть еще и Escape, но я про него ничего не могу сказать, хотя видно, что он с претензией на турендуро. Гадалки не ходи, CF Moto более юркий и острый в управлении. Мог бы я поехать на CF Moto в путешествие на пару недель? С удовольствием. Тем более у МТ стекло с регулировкой. Оно и сразу для класса вполне себе, и когда есть регулировки, проще угадать со сторонним стеклом, большинству и вовсе достаточно будет сверху спойлерок приделать. Подобрать под себя стекло на NC-шке, особенно если ваш рост выше 130 см, в разы сложнее. Дизайн байка рисовала киска. Заурядно, но аккуратно. CF Moto даже симпатичнее, чем кое-какие другие мотоциклы, нарисованные киской. У 650-ки мне нравился как раз синий вариант. Жаль, что 700-е доступны либо в черном, либо черном и с белым. Но если задача была сделать элегантный внешний вид без типичного вычурного китайского дизайна, все сделано правильно. Вы, наверное, уже заждались сравнения 650 МТ и 700 МТ. В российском пресс-парке CF Moto 650 МТ был предыдущего поколения, поэтому почти все русскоязычные обзоры об одном и том же мотоцикле. На самом деле 650 МТ потом обновлялся, можно легко определить по цветному экрану. Найти различия 700 от 650 последнего поколения довольно сложно. Та же эргономика, та же ветрозащита, та же подвеска. Вроде как немного изменилась геометрия, но я после 650 на следующий день взял 700, никаких отличий не заметил, это все тот же старый добрый Versys. В слепом тесте я ни по поведению, ни по эргономике 700 от 650 не отличу. По спецификациям 700 вроде как на 2 см ниже по седлу, у меня таких ощущений не возникло, это все еще довольно высокий мотоцикл, как Kawasaki. Много где и для 650 указывали высоту 820 мм, это просто вариант с заниженным седлом. У МТ само седло не страдает излишне широким профилем, поэтому для среднего роста он не будет отличаться от японцев-одноклассников, при этом CF Moto один из самых легких в классе. Экран у 700-го это просто рескин старого, графику туда-сюда подвигали и все. Если бы CF Moto продлили подписку блока на негатив, я бы, может, на этом и завершил обзор, однако давайте расскажу, что думаю на самом деле. Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор CF Moto 700 MT. Я не считаю, что сейчас китайцы придут и всех победят. И я себе плохо представляю ситуацию, зачем бы я себе новый CF Moto мог купить. Нужно учитывать, что китайцы очень динамично развиваются, и я верю, что лет через 5-10 у них будет много достойных мотоциклов в среднем сегменте. Если говорить про электромотоциклы, то Китай с большой вероятностью в ближайшее будущее будет лидером рынка. Однако мы говорим не про светлое будущее, а про здесь и сейчас.
За последний год я объездил с десяток разных свежих китайцев, и я вижу некоторые закономерности, которых нет ни у японцев, ни у европейцев. Игнорировать эти моменты сложно. Плюс по работе я больше 10 лет так или иначе сталкивался с китайскими производствами и, главное, с манерой ведения бизнеса. Я таскал контейнеры из Китая еще до того, как это стало патриотичным. У них что 10 лет назад были одни из лучших производственных линий, но посредственное качество выпускаемой продукции, что сейчас, ничего не поменялось. Не потому, что они сознательно делают плохо, часто банально не пытаются глубоко вникнуть в суть и не придают значения деталям. Недавно уважаемый мной Брэд Ткач в ролике сказал, что CF Moto используют лицензированные двигатели Kawasaki. Я же уверен, что японцев никто не спрашивал. Вы запросто найдете информацию о сотрудничестве CF Moto с KTM или Yamaha, но нет сведений о партнерстве с Kawasaki, хотя 650 MT явный клон Versys. Или вы легко найдете информацию о сотрудничестве Kawasaki, например, с Kymco, но ни слова о CF Moto. Вы даже можете найти информацию, что Kawasaki в 2012 году подписывали договор о намерениях с Lonchen. Правда, ровно через год Kawasaki объявили, что все расторгли, так и не сумев договориться. Что, кстати, никак не помешало Lonchen стырить 300-й мотор Kawasaki. В том же 2012 году с Lonchen закончилась длинная история. В США их поймали на предоставлении ложных данных, чтобы вписываться в нормы по выбросам. Через несколько лет продаж провели лабораторные исследования, оказалось, что многое не соответствует заявленному. Или другая известная история с Lonchen. Из официальных источников известно, что Lonchen давно сотрудничает с BMW. Вы также можете найти информацию, как Сардаров заключал партнерство от имени BMW Agusta с Lonchen, но вы не найдете информацию, что Honda разрешила использовать свой 471 двигатель. И главное, в этом нет никакой логики. Во-первых, у Honda в Китае есть собственная фабрика, где собирают и мотоциклы, и моторы. Во-вторых, в Китае у Honda продается линейка CB400. Тут есть разная информация, эти мотоциклы полностью производятся в Китае или только собираются, что не принципиально. Там ставится примерно тот же двигатель, уменьшенный до 399 кубов, чтобы впихнуть мотор в 400-кубовую категорию некоторых азиатских стран. Для чего Honda взращивать прямого конкурента, который продает всем остальным китайцам эти движки, а не наладить свою моторную линию в Китае? Это же полная бессмыслица. Все заблуждение исходит из предположения, что в современном глобальном мире просто невозможно так нагло копировать и тем более продавать подделки в Европе и США. Однако сам по себе двигатель внутреннего сгорания работает по древнейшим принципам, там уже особо нечего патентовать, кроме конкретных инноваций типа специфичных систем фаз газораспределения. Даже какой-нибудь десмодромный механизм, который является фишкой Ducati, на самом деле был разработан и запатентован еще в 19 веке Daimler-Benz. С другой стороны, есть технологии поиска нейтрали. Был патент на автоматический поиск нейтрали на мотоциклах Harley-Davidson, до этого был другой патент на педаль поиска нейтрали, который использовался на Royal Enfield. Также есть патент у Kawasaki, потому что эти технологии хоть и созданы для одной и той же функции, но технически заметно отличаются. И вот этой запатентованной технологии Kawasaki на китайских копиях мотора почему-то нет. Или, например, само существование нового двигателя U700MT с увеличенным ходом поршней, которого у самих Kawasaki нет. Вы думаете, японцы разрешили переделать свой лицензированный мотор или чисто для китайцев разработали новый? Не так давно выходил на канале Мотоэксперт интересный ролик с экскурсией по заводу CF Moto, как там все роботизировано и чистенько. Собственно, я другого и не ожидал. Повторюсь, по работе я давным-давно знаю, что у китайских производствах стоит оборудование очень высокого класса, что вообще никак не мешает выпускать на нем некачественные изделия. Первая фундаментальная проблема китайского мотопрома в отсутствии инженеров экстра-класса. Можно попросить нарисовать мотоцикл киску или нарисовать дизайнера с немецкой фамилией, но китайцам практически невозможно нанять лучших инженеров по моторам. Потому что если не копировать простенький двигатель, а создавать новый, затея сложная. Во-первых, нужен большой штат инженеров с опытом. Во-вторых, это не быстрый процесс, мягко говоря. Регулярно читаю про создание каких-то мотоциклов, и там часто информация, что мотор создавали лет 5-10. И вот представьте, работает себе спокойно ведущий инженер в Германии, Англии или Японии, живет комфортной жизнью дома с бешеной зарплатой и соцпакетом. Каким образом его можно заставить на постоянку переехать в Китай, где уровень жизни ниже, все говорят на чужом языке, друзья и близкие в другой стране? Плюс амбиции. В Германии, Англии или Японии ты трудишься над созданием культовых мотоциклов, а в Китае будешь шлепать заурядные дешевые байки.
Даже если вдруг китайцы предложат зарплату в 2 раза выше, чем в родной стране, так себе перспективка на самом деле. И уговаривать нужно довольно много людей, желательно слаженный коллектив целиком. Более реалистичный вариант – это купить готовую компанию со всеми патентами и наработками и пусть сидят себе в другой стране и разрабатывают движки. Однако ни одного случая покупки компаний с топовыми двигателями пока не было. Сейчас это все на уровне скупки полудохлых Benelli и Moto Morini, которые если и были инженерным совершенством, то как минимум до моего рождения. И даже если бы китайцы внезапно купили BMW или Ducati, это еще не означало бы мгновенного успеха. Есть пример Geely или Geely, которые достаточно давно купили Volvo, но даже они буксуют, хотя им-то давно пора уже сделать китайский премиум. Это связано со второй фундаментальной проблемой китайцев. Мир пока не готов покупать премиум-сегмент китайских марок. Одноразовый дешман – да, но не премиум. Причем такая же проблема есть и в самом Китае, если для ориентира взять авторынок. И только в этом году самая продаваемая марка в Китае не Volkswagen, а BYD. И то потому, что это электромобили, а BYD один из крупнейших производителей аккумуляторов в мире. Очевидно, там влияние себестоимости выше, чем в машинах с ДВС, электротранспорт вообще отдельная тема. На примерах Японии или Кореи китайцы еще даже не прошли необходимый этап, когда изделия из Китая ассоциировались бы пусть с унылым дизайном, но с безупречным качеством и надежностью. У китайского мотоцикла, если он будет стоить столько же, сколько Triumph или Ducati, сегодня нет шансов. Значит, нужно кроить, и отнюдь не в рабочей силе. В Китае средняя зарплата уже не в разы отличаются от европейской и даже выше, чем в балканских странах Европы. Мы плавно перетекаем в следующую фундаментальную проблему китайских мотоциклов. Чтобы китайский мотоцикл был хоть как-то интересен, он должен иметь китайскую начинку, включая электронные модули и датчики. Если импортировать европейские или японские комплектующие, то и ценник мотоцикла будет неинтересным. Да, у китайцев повсюду указано, что половину выпускает Bosch. Вот только в Китае Bosch выпускает не то же самое. Это и более устаревшие поколения модулей, возможно из-за риска воровства технологий, и главное, калибровка всех датчиков никакого сравнения с немецкими не имеет. Они дешевые не потому что китайские, а потому что некачественные. Это неплохо и нехорошо, разные ниши рынка. Ровно как существуют синие и зеленые шуруповерты Bosch, рассчитанные на разные сегменты. И это все касается и систем зажигания, и впрыска, датчиков положения дросселей и так далее, и так далее, и так далее. То же самое касается и подвесок Каябы, и качества обработки металла в рамах и двигателях. Оно все похоже на нормальное, но с чудовищными допусками и дешевыми сплавами. Выпуск ширпотреба, по идее, портит репутацию компании, но гигантам типа Bosch или Continental это до лампочки, при их масштабе риска нет. На выходе мы имеем ситуацию, что версия 650 при той же геометрии и меньшей степени сжатия имеет больше мощности и крутящего момента на тех же или меньших оборотах и значительно меньший расход топлива. Расход топлива на китайских мотоциклах вообще всегда выше японских аналогов, причем даже по официальным данным. Это причина использования тех самых некачественных компонентов. Тут стоит сказать о пустячке с 700 MT. Нюанс в том, что двигатель под Евро 5, который поставляется в Европу, и соответственно такой вариант я и пробовал, отличается от того, что поставляется в страны, где Евро 5 не обязателен. Если судить по пиковому моменту, европейская версия где-то на 10% задушена. Поэтому, собственно, особой разницы в динамике с 650 я не чувствую. Но суть даже не в этом. Евро 5 жестко регламентирует выбросы мотоциклов, все к этому относятся в духе «ну европейцы и тупые, мне не жалко белочек в лесу, всех обхитрю и куплю мотоцикл Евро 2». Однако есть прямая корреляция между выбросами и расходом топлива. В реальности это значит, что 700 MT имеет повышенный расход относительно конкурентов. Здесь момент, который меня всегда поражает в китайцах. Kawasaki мало того, что гении, инженерам еще до сих пор разрешено экспериментировать и выпускать очень нишевые моторы. Да что там нишевые, самые безумные моторы на рынке, которые вряд ли окупают саму разработку. Начиная от 4-цилиндровой 250-ки, продолжая двигателем с наддувом и заканчивая гибридом, который как раз весной на прилавках появится. Готовых купить такие мотоциклы в мире по пальцам можно пересчитать. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Kawasaki умеют делать двигатели, однако уже 17 лет они не трогают геометрию цилиндров 650-го мотора. Любое изменение геометрии нужно опять просчитывать и испытывать на нагрузке, чтобы быть уверенными в надежности. С другой стороны, есть китайцы, которые сначала стырили чужой мотор, потому что не имеют инженеров такого же уровня, и через несколько лет решили: да что там думать, надо растачивать.
Как итог, создали двигатель, который не то что в будущее, он в действующие нормы не может попасть. И пришлось зажимать под Евро 5 так, что даже при своем невменяемом аппетите, увеличенном объеме и степени сжатия, он так и не смог достичь ни мощности, ни момента двигателя Kawasaki 16-летней давности. И это речь о самом топовом китайском производителе, у остальных дела еще хуже. Такая же история с Launchen, который Voyage, тоже флагманский флагман. Стырили прекрасный 471 мотор у Honda, а сейчас зачем-то решили повысить степень сжатия, расточить цилиндры на 1 мм в диаметре и на 1 мм по высоте, чтобы по итогу снять с мотора на 1,5 ньютон-метра момента или на 1 лошадиную силу больше при повышенном расходе топлива. 650 MT, к слову, тоже жрал как не в себя. На магистрали на 650 несколько раз замерял расход по GPS на 6-й передаче на скорости 128-130 км в час. Мотоцикл считает, что это 140 км в час. Если на китайском мотоцикле есть датчик, значит он врет, это понятно. Причем замеры делал и в эко-режиме, а то слышал миф, что там суперэкономичный режим. Так вот, у меня 6,2 литра получились с чистой постоянной скоростью. Можно сказать, что я высокий и с грузом ехал, но почему тогда NC в тех же условиях ест меньше 4 литров? Я вообще человек в VMTC, у меня вечно средний расход тютелька в тютельку по стандарту VMTC выходит. Собственно, на 700 MT у меня средний расход без магистралей получился 5,7 литров, при условии, что CF Moto ест где-то на литр больше, чем Versys, они еще и бак на 3 литра уменьшили относительно оригинального Kawasaki. В 650 MT есть возможность выбрать режим езды эко и спорт. Зачем это делать на 60-сильном мотоцикле? Ладно бы это какой-то дождевой и безопасный режим был, но режимы езды практически не отличаются, никакой топливо эко-режим не экономит. Это плацебо. В итоге на 700 MT мощность выросла, а режимы езды убрали. А нужно было просто с самого начала подумать 2 минуты. На CF Moto, к слову, таких китайских приколов не очень много, потому что это очень подробная копия Kawasaki. Собственно, почему этот мотоцикл не полное дно, потому что у него все еще прекрасно сбалансированная геометрия и эргономика, которые достались от японцев. Если еще сравнивать двигатель Versys с CF Moto, да, характер динамики идентичный, однако есть нюансы. Первый нюанс, характерный чуть ли не для всех китайцев, которые я пробовал, подергивание мотора на низких оборотах. Самый простой способ почувствовать эти подергивания на 700 MT, например, на 3-й или 4-й передаче, ровно держать 3000 оборотов. Скорость невысокая и заметно, что двигатель не может работать ровно, хотя он уже вышел на рабочий диапазон. Такая же история с 650 MT. И это у меня оба мотоцикла практически нулевые были, на правильном европейском бензине и так далее. На такой кубатуре это не так критично, как на малокубатурниках, мотор хотя бы не глохнет. Если взять последнее поколение Versys, это, наверное, самый мягкий мотор в классе, а CF Moto вибрирует всегда, как будто кто-то сверлит руль. Не сильно, но всегда. После дня за рулем чувствуешь и в руках, и в ногах остатки этой вибрации. Я не говорю, что корчишься от боли и спать не можешь, просто чувствуешь то, чего не хотелось бы чувствовать. И японской четкости у CF Moto при переключениях нет. Переключается легко и всегда срабатывает, это да. Более того, на фоне других китайцев у CF Moto все более чем хорошо, это не какой-нибудь невнятный Бенелли, но когда знаешь, как переключаются японцы, терпеть такое уже не хочется. Еще год-два назад у меня было другое отношение. Если помните, у меня был ролик про 500-кубовые мотоциклы, где друзья топили за Хонду, а я говорил, что китайцы, в общем-то, ничего такие. Однако сейчас, когда я глубже погрузился в эту тему, и у меня теперь значительно больше опыта езды на разных китайцах, например, себе в этом же бюджете я бы взял Honda CB500X, если говорить только о новых мотоциклах. Это, безусловно, менее мощный мотоцикл классом ниже, но для меня приоритет в том, чтобы техника работала идеально точно, пусть я буду ехать медленнее и с меньшим размером экрана. В реальности же такого жесткого ограничения на новую технику нет, и в бюджете нового китайца всегда можно купить 3-4-летнего японца. Чтобы вы понимали, что я чувствую, когда езжу на очередном китайце, это если вы сейчас поменяете свой телефон на 7-летний. Вроде внешне то же самое, и звонить, и по сайтам лазить можно, и YouTube смотреть, вот только почему-то бесит, что не такой отзывчивый тач, не так мгновенно открываются приложения, и батарейка не так долго держит. Вам будет достаточно трудно объяснить владельцу такого же телефона, что с ним не так, и что у него не такое ощущение на кончиках пальцев.
Так и с CF Moto 650 или 700 MT. Это очень сложно объяснить, что с ним не так, если у вас нет опыта правильной современной техники. Не сомневаюсь, что есть тысячи счастливых владельцев без лукавства, довольных мотоциклом. В целом, если не сравнивать с новым Versys и забить на мелочи, которые на езду особо не влияют, вполне обыкновенный 650 дорожник. Динамика нормальная, низы хорошие, тормоза адекватные, коробка щелкает, рулится прекрасно и так далее. Я даже уверен, что MT не будет проблемным с точки зрения надежности как минимум первые года. У CF Moto, повторюсь, косяков значительно меньше, чем у остальных, потому что это очень подробная копия Kawasaki. Где они не трогали японский оригинал, там все хорошо. Где не смогли или не захотели скопировать, абибас. Возьмем банальный экран. Не знаю почему, но на всех китайцах интерфейсы напоминают модные хай-тековские скины для Винампа из 2000-х. Для полной аутентичности не хватает скринсейвера из матрицы. Здесь тоже и обводочки под металл, и фон под карбон, и всякие свечения. Выглядит это липовато, а учитывая, что экран мелкий, это просто мешает. Скорости передачи, слава богу, видно. Все остальное, как шум, нужно всматриваться. Сам экран супер глянцевый, расположен низко и под неудачным углом. Туда довольно часто солнце светит, и если уж попало, ничего не видно. Меню даже в 700-м осталось тем же, хотя оно не было удобным. Например, чтобы сбросить трипометр, нужно прям ковыряться. Зайти в меню, потом в настройки, промотать пункты на следующий экран, и вот там уже можно будет сбросить пробег. Можно вывести на экран два дополнительных значения по желанию. Только первое значение это всегда или одометр, или трипометр, а второе какой-нибудь расход. Вот и вся кастомизация. Зато блюпуп и навигация стрелочками. Можно со всем этим жить? Да, можно. Подвеска больше ориентирована на хорошие дороги. Мне грех жаловаться, я ездил по Франции и Испании и люблю жесткие подвески, но даже мельчайшие неровности передаются напрямую в мотоцикл, а на камушках байк трясет как эпилептика. И регулировками глобально ничего не изменишь. Амортизатор без прогрессии, такую подвеску в принципе довольно сложно хорошо настроить, диапазона не хватает. Я, честно говоря, не знаю, как японцам удалось с такими жесткими водными добиться подвески, которая и на асфальте прекрасно работает, и на гравийке сносная. Да, у CF Moto есть регулировки, вилка даже рукой регулируется. Однако и Versys, и V-Strom, и Tiger вообще-то уже давно имеют регулировку преднатяга амортизатора рукой, а CF Moto все еще регулируется инструментом, за которым никто никогда не полезет. А это главная регулировка для туристического мотоцикла, который подразумевает езду с разной загрузкой. У Versys, кстати, помимо регулировки преднатяга амортизатора рукой, можно регулировать преднатяг вилки тонкой монеткой без всяких отверток. На Kawasaki сцепление легче, можно одним пальцем выжимать, здесь жестче, нужно минимум двумя. Все кнопки и поворотники грубоваты, нет такого кайфа нажатия, как на японских мотоциклах. Вообще у китайцев почти всегда дубовый пластик и дешевые метизы. Новый байк вроде ничего, а через год-два все бренчит. Здесь абсолютно новый мотоцикл, а морда дребезжит и на любых неровностях, и просто стоя на холостых. Я пытался определить, какой элемент дребезжит, никакого люфта не нашел, оно как будто все вместе резонирует от двигателя на некоторых оборотах. Причем я ездил как обычно в берушах, но даже через беруши этот треск доходит. Задние колодки на 700-м нещадно свистели. Вентилятор на 700-м гундел почти всегда. Еще одна вещь, о которой хотел бы сказать. Китайские мотоциклы кажутся выгодными, потому что они дешевле японских и европейских одноклассников, но в реальности все сложнее. Во-первых, новые мотоциклы сами по себе теряют в цене, как только вы выезжаете из салона. Более выгодная стратегия за эти же деньги купить 2-3-летнего популярного японца, тот же Versys 650 в хорошем состоянии, можно даже с аукциона с высокой оценкой. Для живущих в Европе все проще, потому что такие мотоциклы банально на гарантии. Через 2-3 года, если мотоцикл не успеет его ушатать, потеряете процентов 15 в цене. Не говоря уже о том, что на популярных японцев спрос выше и продать проще. Просто почему-то, когда говорят о БУ японцы, сразу речь про 20-летнего кота в мешке. Не надо в такие крайности лезть. Также, покупая поддержанный туристический мотоцикл, почти всегда будет аппарат с дополнительным оснащением.
Мы не учитываем, что стоимость владения новым китайцем выше, чем свежим японцем. Со средним пробегом к среднекубатурному японцу первые года 4 подходить не нужно. Тогда как китайцы вечно чуток экономят на металле, поэтому и цепь со звездами вы уже поменяете, и тормоза переберете, но это из области теории. Давайте сравним регламент обслуживания, он идентичный у 650MT и 700MT. Если на версии с последнего поколения замена масла и фильтра по регламенту раз в 12 тысяч километров, то у CF Moto по мануалу раз в 5000 километров и раз в полгода. У 650MT по мануалу зачем-то нужно было каждые 5000 километров проверять свечи. Для этого придется снять пачку пластиковых панелей и скинуть бак. А вот купить трехлетний 650MT, когда за эту цену уже 15-20-летние японцы идут, теоретически после полной диагностики можно. В отсутствии денег придется выбирать между двумя плохими вариантами. 20-летний японец того же класса, особенно если он эксплуатировался в России, будет ехать хуже, чем 650MT. Хотя бы потому, что практически никто подвеску не обслуживает, и через 15-20 лет она уже полноценно не работает. Плюс тормозные магистрали нужно поменять, суппорты тоже почти всегда полумертвые, все расходники давным-давно китайские стоят. Это даже если все хорошо с мотором, шлангами и проводкой. Короче, более-менее свежий 650MT будет ехать лучше. Я не говорю, что все плохо и никогда ничего не изменится. Например, самый ожидаемый мной мотоцикл в этом году KOF 800X, который очень хочется потрогать. Хоть мотор там и родственник КТМ, но в остальном это китайская любопытная разработка с отчетливой идеей. Мне также интересен тренд, когда китайцы делают мотоциклы уже на лицензированных моторах. В случае CF Moto 800MT я просто большого смысла не вижу. Взять проблемный двигатель КТМ с очень спорной динамикой и посадить на тяжелое шасси с подвеской 150 мм, при условии, что в Европе столько же стоит чистокровный японец Suzuki V-Strom 800TX с гораздо лучшим двигателем на мой вкус. Плюс за те же деньги есть Tenere, Transalp и так далее. Ну и зачем? А вот Voyage 900 DSX с лицензированным двигателем BMW с того же завода и претензией на Турендуро уже выглядит перспективно. Однако это все никакого отношения к 700MT не имеет. Спасибо тем, кто поддерживает канал на Бусти и Патреоне. Сейчас это для меня важно.